Добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен радиоле Pioneer C600 для японского рынка или C6000 для всего остального мира. Устройство представляет собой интегральный усилитель с FM-M ресивером в большом шпанированном корпусе со встроенным проигрывателем винила. Стереоакустика у радиолы внешняя. В проигрывателе имеется выход на наушники, подключенный непосредственно к выходному усилителю через сопротивление в 100 Ом. Стереоакустику при использовании наушников можно отключить. FM-тюнер аналоговый и в японской версии C600, конечно же, ограничен по частоте в 90 МГц. Имеется отключаемая функция автопостройки частоты. Эквалайзер реализован регуляторами высоких и низких частот, а также волшебной кнопкой Loudness, добавляющей жару на низких и высоких частотах. Регулятор громкости реализован на угольном переменном резисторе в тандемном исполнении. Усилитель имеет однополярное питание минус 35 вольт. На выходе использованы кремниевые транзисторы 2SB449. Проигрыватель винила заслуживает отдельного упоминания хотя бы тем, что в нем используется головка с подвижным магнитом, а не пьезо, как это обычно встречается в устройствах подобного класса. В дополнение к этому используется не роликовый привод, а пасековый. Весьма примечателен и четырехполюсный синхронный двигатель, имеющий систему дополнительной смазки. Из автоматики реализован только автостоп, да и то весьма спорно, хотя возможно оно и к лучшему. В дополнение к этому стоит упомянуть стол, отлитый из алюминия. Обычно в устройствах такого класса столы стальные. Изначально, когда мне принесли эту радиолу, я думал, что все обслуживание будет заключаться в отмывке и поиске приводной резинки. Но внезапно мотор работал с перебоями, а иногда вообще не включался. Все это сопровождалось искрением в районе автоматики, что было весьма странно. Вынув виниловый стол, я обнаружил следы нагрева микропереключателя в виде капли припоя. Сопротивление нормально замкнутого контакта было более 1 мегаома. А тестирование этого переключателя в рабочем состоянии через тепловизор выявил нагрев более 100 градусов менее чем за 1 минуту. Была сделана бесполезная попытка отремонтировать переключатель, но в итоге все закончилось заменой на новый, и мотор стал работать без сбоев. Что касается приводного ремня, то его длину можно вычислить. Диаметр диска составляет 285 мм, следовательно длина окружности равна 895 мм, а значит пасек двойного сложения должен быть менее 447 мм. Итого был заказан пасек 445 мм в двойном сложении, и наступило счастье. В дополнение отмечу, что в этом устройстве может понадобиться замена ламп подсветки, питающихся от переменки в 6,3 вольта. Заводские лампы стоят на 0,25 ампера с соколем Е10 и имеют продолговатую форму.
большой дождь. Там каждые 15 минут держитесь курса. После субботнего теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе Москва приостановила участие. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал шум.